Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я его создатель и ведущая Екатерина Варади. Сегодня идет 73-й день с того дня, когда от нас ушел наш Ваня. Ушел в другую жизнь, в другое измерение. Я надеюсь, что в рай. Да, я в это верю. Я христианка, я верующая, но совершенно не обязательно подразумеваю, что все вокруг верующие. То есть я излагаю здесь свои мысли. Мне кажется, большинство из этих мыслей, идей и рецептов, если можно так сказать, которые я даю, их можно адаптировать под свою систему убеждений, под свою веру. Вчера у меня был такой достаточно, знаете, как брейкдаун, говорят англичане. Мне отказали все мои системы укреплений, защиты и так далее. И после свадьбы сына меня прямо вот сломало. И я вчера очень много плакала. Плакала и когда молилась ночью, и после записи видео. Утром проснулась. Я уже заметила, когда накануне плачешь, на следующий день тоже как бы ты уже к этому склонен, и глаза у меня чешутся, и, в общем, 33 удовольствия, в кавычках. Но мне очень повезло, что у меня есть подруга Вика Петренко, с которой вы уже встречались в одном из наших выпусков. И она пригласила меня на выставку Виктора Вазарелли, которая сейчас проходит, временная выставка, которая сейчас проходит в художественном музее Будапешта. Безусловно, всегда можно было бы, конечно, отказаться, если я вот чувствовала себя плохо, действительно настроение было не очень. Но я поняла, что это не наш путь. Потому что, я считаю, что нужно себя занимать, нужно отдавать себе новые впечатления, и тогда у нас есть шанс, что нам станет лучше. И мы пошли на эту выставку. Выставка оказалась совершенно замечательной. Я про Вазарелли что-то немного слышала и помню, но в одном месте видеть столько его произведений мне не доводилось. Безусловно, я не собираюсь сейчас читать здесь лекцию об истории искусств, потому что это не то место. Но его творчество родило у меня определенные мысли и ассоциации. Вазарелли, он основатель оптического искусства, то есть он занимался, если так коротко, тем, что на плоском холсте или на плоской поверхности он создавал иллюзию пространства, которое существует в трех измерениях. То есть в трех измерениях. То есть он мог создать полотно, на котором казалось, что есть выпуклость, а есть втянутость. Казалось, что есть шар или есть кубик, который выступает прямо на тебя. Безусловно, мы все знаем, что искусство – это иллюзия, я как художник это могу подтвердить, но он довел это до абсолюта, он упростил формы до максимума, там были формы квадрат, треугольник, круг, овал, и, пожалуй, все. И использовал, кое-где он использовал только два цвета, белый и черный, и где-то желтый и черный, где-то много цветов. И он, в связи с тем, что изучал науку, он не просто так делал свои работы, он еще изучал работу сетчатки глаза, воздействие его работ на сетчатку глаза, потому что он 2 года учился в медицинском университете. Эта тема для него была не безразличной совсем. Вообще он очень много читал из всех областей науки и техники, литературы. Поэтому, наверное, достиг того, чего достиг. И вот на что я сегодня обратила внимание, что мы подходим к его работе, в которой 2 цвета, белый и черный. И есть круги, белые и черные. Круги одинакового размера. Белый круг кажется как будто бы выпуклым, как будто бы он светится, и он идет к тебе. А черный круг, он кажется черной дырой. То есть в него проваливаешься. И несмотря на то, что одного размера круги, все равно черный
кажется мощнее, потому что он проваливается, он тебя как будто бы туда затягивает. И я подумала о своей потере, о своем состоянии, что вот, похоже, вчера черный круг, он надо мной взял власть. И он казался совершенно непреодолимым. То есть вот это мое состояние, оно казалось конечным, таким каким-то невозможно болезненным, и оно трудно переживалось, и казалось, что оно не кончится никогда. Но если подумать о том, что я говорила, что постепенно приступы вот эти безумной тоски, безумной боли, они становятся все-таки реже. Они становятся, может быть, такие же тяжелые, как были тогда, но раньше они были раз в 2 дня, раз в 3 дня, сейчас раз в неделю, раз в 10 дней. И очень важно помнить, что нам только кажется, что черное, оно больше, и что оно нас засасывает и не вернет обратно. Надо все-таки все время вспоминать. И я на себе это испробовала, я постоянно себе говорила: слушай, это был один день, он прошел, все пройдет. Экклесиаст, да? Библейский, опять же, вас, наверное, измучила цитатами из Библии. И это пройдет тоже. Белый круг, он того же размера, он светится. Ищи белые круги, ищи белое вокруг себя. И еще момент иллюзий. Да? Мы ходили по залам, где были картины в Израиле, и мы везде видели иллюзии. Иллюзии пространства, иллюзии выпуклостей, впуклостей, иллюзии квадратов, шаров. Но это не было правдой. И вот через некоторое время сетчатка глаза уставала, и нужно было там моргать, и там, собственно, и залы так составлены, что сначала нужно пройти черно-белый зал, потом, когда у тебя все тут уже глаза начинают слезиться, потом ты идешь в зал, где там есть цвета, и тогда немножко сетчатка глаза, как ни странно, отдыхает на этом. И вот задумываться о том, что, в общем-то, нужно смотреть то, что мы ощущаем. Это ведь может быть очень хитро построенная иллюзия. Иллюзия безнадежности, иллюзия безумного горя, которая наступает. И твои доводы перестают действовать. Разумные доводы, которые действовали еще вчера, они перестают действовать, потому что ты на какой-то момент ослаб. Нужно принять в себе это, возможность ослабнуть, возможность упасть. Знаете, христианство, чем мне очень нравится? Опять я возвращаюсь к христианству. Христианство мне нравится очень тем, что оно не подразумевает, что ты не будешь грешить, что ты не будешь падать. Любой человек имеет в себе способность грешить, способность упасть. Но когда ты падаешь, ты не становишься плохим. Потому что у тебя всегда есть выбор: остаться лежать или встать. Вот этот выбор у нас, у каждого есть всегда. И у меня тоже был выбор. Он сегодня был. Вчера я не смогла ничего с собой сделать. Я очень себя за это не то чтобы корю. Я не то что не виню, потому что мне не хочется, чтобы это было, знаете, вот это чувство вины, которое меня терзает. Оно меня не терзает особо, но мне очень неприятно, что так произошло. Во-первых, потому что психически это очень неприятно. Во-вторых, мне это неприятно, потому что я верующий человек, и я действительно считаю, что Бог забирает человека в лучший для него момент. Мы не знаем почему. Мы не знаем почему. Этот человек, может быть, свое предназначение выполнил. Может быть, дальше ему было бы хуже, и не надо было продлевать. Может быть, он понадобился Богу для другого задания. По-любому встретимся там, узнаем. Я в это верю. И мне, честно говоря, не важно, так ли это, потому что мне важно, что я в это верю. И вчера, когда у меня произошел срыв, когда мне муж сказал: слушай, а я не верю, что вот мы встретимся с Ваней, какой он есть. Я думаю, что его душа слилась там с вечностью, с Богом, и он составил часть огромного целого. И меня вырубило именно тогда. Я тогда начала рыдать и стала говорить: я не хочу встречаться с чем-то общим, куда влилась душа моего Вани, я хочу встретиться со своим Ваней. Потому что та парадигма, в которую я верю, это парадигма христианская. Я верю в личное воскресение. В воскресение, когда человек воскресает с душой
и своей памятью, и своим сознанием. То есть этот человек знает, кто был его мамой, кто был его папой, бабушкой, дедушкой, ну и так далее. И у моего мужа могут быть совершенно другие убеждения. Для него может быть легче иметь те, которые он сейчас имеет. Для меня легче однозначно иметь христианские убеждения. И я должна стоять за это. Собственно, какая же я христианка, если я так легко вырубаюсь от каждого человека, ну даже пусть это близкий мой человек, который сказал не то, что я думаю. Мне перед Богом неудобно, потому что получается, что Он мне дает кучу всего и продолжает давать, потому что вот сейчас все больше и больше хороших людей открывается для меня, все больше и больше интересных событий вокруг меня происходит, у меня появляются какие-то новые проекты. Господь Бог ни одно мое желание не оставил неисполненным, кроме моего желания вернуть Ваню. Ну, если Он все исполнял, и вот это одно Он не исполнил, значит, этого не должно было произойти, потому что это было бы хуже для Вани и хуже бы для меня. Потому что если в мелочах и в крупном Господь всегда меня слышал, ну, извините, парковку найти, там, дождь, чтобы прошел, вернее, чтобы дождя не было, и куча таких вещей, найти потерянную вещь, ты молишься, она находится. Вот Вика недавно в этом убедилась, буквально 2 дня назад. Она просто прочитала молитву, она потом даже передумала. Она думала, да нафиг я буду у Господа Бога занимать такими мелочами. А у нее все равно нашлось то, что она искала. И, понимаете, то есть либо я уж верю в Бога, извините, сказала А, говори Б. Назвался груздем, полезай в кузов, можно сказать, кучу других мудростей, но в это нужно верить. И когда ты прилагаешь усилия, это то, о чем я говорю всегда, ты прилагаешь усилия, ты выползаешь. Я выползла в музей. Мне сначала было очень тяжело. Но потом я, получив новые впечатления, новую почву для размышлений, пришла к тому мнению, что мы должны вообще обращать внимание на те иллюзии, которые нам могут подбрасываться. Иллюзия того, что это скоро будет бесконечно. Иллюзия того, что тебе будет плохо всегда. Вставай, ты упал, ты проплакался, вставай, иди дальше. Я не верю, что может быть печали, которой нет конца. Печаль видоизменяется, она уменьшается, она заканчивается. Ты сохраняешь память о своем ребенке, но эта память, она становится светлее, теплее, мягче. И, конечно, ты его никогда не забудешь. Я никогда не забуду своего ребенка, но я не хочу жить в трауре, потому что он тоже этого бы для меня не хотел. Это первое, о чем бы я сегодня хотела сказать. И второе, это тоже очень метафоричная вещь, которая с нами сегодня произошла. Мы с Викой сходили в этот музей, потом пообедали, и потом расходились. То есть я должна была идти домой, а она встречать сына, который завтра улетает в Италию. Он фигурист, профессиональный спортсмен, и они очень мало видятся, живя в разных странах. И то война, то бомбежки, то еще что-то. И вот мы идем по темной улице, ну, перед нами, как в Будапеште, дороги не очень, то есть какие-то колдобины, темная дорога, идешь, смотришь вниз, чтобы не споткнуться. И, садясь в машину, вдруг мы поднимаем голову, причем как-то получилось так одновременно. Вы знаете, ну, Будапешт — это же не центр города, невысокая застройка, там 5 этажей где-то максимум. И дом, узкая улица и дом. Темные окна, а наверху окно, и такая удивительно интересно спроектированная мансарда. И в ней горит свет, и ощущение какого-то волшебного пространства, которое там находится. Вот обычная улица, обычный асфальт, обычные машины, обычные стены. Ты поднимаешь голову и видишь что-то совершенно потрясающее. И мы с ней обе одновременно посмотрели и сказали: вау, какая удивительная, какая красивая мансарда. И не хотелось опускать голову. И вот это, знаете, для меня, может каждый человек это оценивать по-своему, но для меня это знак того, что нам нужно поднимать глаза почаще. То, что впереди колдобины, лужи, камни, грязь, боль, это все здесь впереди, у нас под ногами, мы это видим. А для того, чтобы увидеть хорошее, надо поднять глаза вверх, поднять глаза на небо, увидеть красоту природы, красоту Божьего творения. Каждый видит что-то свое. Но поверьте, когда смотришь наверх, любой человек, когда смотрит наверх, он поднимается и душой тоже. Еще один очень интересную одну мысль подсказала моя старая
подруга, знакомая подруга, мама моих учеников, которая уже давно живет в другой стране, и она смотрит мои видео, и она очень глубокий, интеллектуально образованный человек, она пишет мне очень интересные мысли, которые ей приходят в голову. И она вообще театральный критик по образованию. Я совершенно не обладаю ее начитанностью и не знаю тех имен, которые она мне говорила, но сегодня она написала мне очень интересную вещь, что в современном мире акцент идет на то, что потерю невозможно пережить, ее невозможно прожить так, чтобы... То есть мы говорим о неизбывности потери, о том, что любая потеря, когда ребенок маленький потерял маму, когда мама потеряла сына, когда там муж потерял жену и наоборот, эта потеря, она настолько неизбывная, что даже когда ребенок не помнит этого, у него это остается на подкорке. Есть гипнотизеры, которые там из подсознания это достают. Есть психотерапевты, которые работают с подсознанием. Есть всякие методики, которые эту работу помогают вывести вперед. То есть все наше общество говорит о том, что наше горе неизбывно, его можно, может быть, облегчить, а может быть и нет, но, по крайней мере, вылечить его практически невозможно. И, в общем, во многих комментариях это говорится, что не проходит грусть, мы за своих детей, о своих детях будем грустить всегда. И это интересно, потому что это очень нехристианская позиция. Опять же, ребята, кто не христианин, я ни в коем случае никого не осуждаю. Это мои мысли. Это очень нехристианская позиция, потому что христианство как раз говорит о том, что мы уходим, мы временно живем здесь, и мы уходим в наш исконный дом, к Богу, нашему Отцу, откуда мы все пришли, куда мы все уйдем, и там нас ожидает настоящее счастье, там нас ожидает наша настоящая жизнь. Вот эта жизнь земная нам дана для дел, для того, чтобы мы себя, знаете, как скульптор, скульптуру обтесать. Обтесать, убрать наслоения ненужные, вытесать красоту, отработать доброту, отработать чистоту, обработать сочувствие, кучу всяких хороших положительных качеств, добродетелей, это слово не очень модное сейчас. И после этого, как только мы достигнем максимума возможного для нас, Господь нас забирает. И в этом плане, по логике вещей, христианство должно воспринимать смерть как освобождение, как радость. В общем-то, в Евангелиях это говорится. В словах апостола Павла мы это читаем, о том, что для меня смерть избавление, я жду. Мы знаем о многих святых, которые ждали прихода своей смерти, они ее предвидели, они говорили, они ждали встречи с Богом. Мама владыки Павла, о котором я говорила, она просила, она говорила: Господи, забери меня, я хочу уже к Тебе. Это христианство, настоящее христианство. Почему у меня вот получается, что я формально христианка, я очень хотела спеть «Христос воскресе из мертвых» над гробом своего сына, я это сделала. Я очень хотела его похоронить во время пасхального цикла, когда еще праздничные песнопения поются. Я очень хотела и до сих пор хочу показать, что я действительно в это верю. И я не виню Бога за то, что Он отобрал моего сына. Я рада, что Господь его, значит, он ему нужен, значит, он хороший, он достиг, он забрал ангела. Моему сыну там хорошо. Я в это, опять же, глубочайшим образом верю. Вот это христианство в идеале. Но почему-то у нас сейчас получается, что даже христианство говорит о смерти как о чем-то очень трагическом. То есть надгробное рыдание, говорим мы в песнопениях панихиды, все время повторяется слово, что мы горюем, мы горюем, мы горюем, мы горюем. Хотя в Эфиопии, например, люди поют праздничные песни, надевают праздничные одежды. Когда человек умирает, они его провожают в настоящее свое отечество. И вот здесь мы опять говорим об иллюзиях и об убеждениях. То есть, если говорить человеку, что он свинья, он захрюкает, и если воспитывать ребенка и говорить ему, что ты некрасивый, ты дурак, ты бестолковый, он станет себя ощущать таким. И, вероятнее всего, люди его будут тоже ощущать таким, потому что от него будут исходить такие волны. Если мы будем себе говорить, что Господь несправедлив, Он забрал моего сына, я буду горевать всю жизнь, то мы таким образом, в общем-то, себя и программируем.
я ни в коем случае не говорю, что нужно забыть о ребенке, о том, что нужно радоваться и веселиться. Надо бы, но я не могу. Вот честно вам сказать, я слабый человек, я не могу. Для меня это еще путь вперед, я буду очень стараться по нему идти. И, может быть, когда-то до меня дойдет вот это, что нужно этому радоваться. И я получу какой-то сигнал или ощущение, что мне теперь нужно уже перестать горевать. Но во многом это зависит от меня. То есть Господь делает шаг, и я делаю шаг навстречу. Если я буду сидеть и ждать, то это как у моря погоды. Ничего не произойдет. И мне кажется, что если мы будем говорить, что все не напрасно, наш ребенок ушел в лучший мир, ему там хорошо, он там нас ждет. Когда придет время, и мы проживем свою жизнь счастливую, радостную, потому что наш ребенок бы этого хотел, мы с ним встретимся. И мы, если будем говорить себе это каждый день, нам это будет помогать, потому что это тоже самопрограммирование. Точно так же, как если человек говорит, что я умру, он рано или поздно умрет, потому что он себя на это настроит. Опять же, современный мир об этом говорит. Почему так интересно произошло? Почему сейчас и в христианстве смерть – это горе? Потому что мы, в общем-то, во многом отошли от исконного христианства. И церковь, она во многом тоже перенимает вот этот современный взгляд, потому что и так-то церковь не очень многие понимают. А еще если церковь будет говорить, там у тебя кто-то умер, ой, как хорошо, тут вообще будет камнями побьют. И поэтому постепенно церковь тоже перенимает какие-то вот эти общественные веяния. Но мы-то должны этому противостоять. А вы же понимаете, что вот это вот культ неизбывности потери, он очень материально выгоден. Потому что на этом можно сделать себе целое состояние. На том, чтобы говорить человеку, что да, у тебя непрожитая траур, непрожитое горе, когда ты еще о себе не помнил, у тебя мама в животе там что-то плохое подумала. Это же очень много, я знаю таких людей, которые прошли через это. То есть я даже знаю психологов, после которых семьи разрушались, потому что психолог рассказывал там дочери о том, что мама, когда она была маленькая, того-то, того-то, того-то не делала или делала неправильно, и дочь оскорбленная там разрывала связь с мамой. Такое тоже есть. То есть вот на этом на самом деле растут как грибы вот эти все практики гипноза, залезть в подсознание, проговорить все обиды, которые у вас когда-то были. И сейчас уже много же хохма идет в интернете по поводу того, что типа родители делали все для ребенка, а потом ребенок вас прощает за то, что вы там когда-то его не пустили в кино. То есть, понимаете, да, из этого можно делать правильные выводы, а можно делать выводы неправильные. Это мои мысли. Мне кажется, ребята, вот самое главное – не сдаваться. Самое главное – пытаться каждый день найти хорошие эмоции. Не поддаваться этой иллюзии, что все всегда будет плохо теперь, раз мы потеряли своего ребенка. Придет время, и мы успокоимся. Давайте пробовать. Если мы не будем пробовать, то тогда точно ничего не изменится. Давайте чаще смотреть в небо. Я сегодня прожила этот день, и к концу этого дня мне стало легче именно потому, что я сегодня весь день об этом думаю и сама с собой разговариваю. Это мой способ. Может быть, он вам не подойдет. Но я сейчас желаю вам спокойной ночи, желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас получилось. Если вы даже падаете в рыданиях, то встать и попробовать идти дальше. Найти в себе силы, радоваться тому, что у вас есть. Потому что наверняка у каждого из нас, даже кто остался один, можно найти поводы для радости. Можно найти занятия, можно пойти помогать тем, кому хуже. Можно сделать что-то для своего тела. Куча вообще вариантов, там, начиная от домашних животных, кончая там, кучу всего можно придумать. Опять же, если стараться. Ребята, я так желаю, чтобы у вас получилось. Я так желаю, чтобы те мамы, которые годами горюют о своих детях, они нашли успокоение, не забыв своего ребенка, продолжая его любить, но нашли успокоение и жили жизнью, которая у них есть, и поверили, что эта жизнь все равно прекрасна. Что в этой жизни у них есть задачи, которые нужно обязательно решить, и решив их, они будут счастливее и встретятся со своими детьми раньше. Потому что только тогда мы уходим, когда мы исполнили свои задачи. Если нас терпит Господь на земле, если Он нас держит, судьба, мироздание, провидение, значит, у нас есть еще задачи. Значит, хотим, не хотим, нам их надо выполнить. А лучше, чтобы мы их выполняли
в хорошем состоянии духа. Я вас всех обнимаю от всей души. Простите, если вдруг то, что я сказала, не совпало с вашими мыслями или убеждениями. Я ни в коем случае не говорю, не имею в виду, что вы должны прекратить горевать о своих детях, прекратить помнить о них. Вернее, как, я хочу, чтобы вы перестали горевать, но чтобы вы их помнили, вспоминали со светлой грустью и с радостью о том, что у вас была возможность узнать ваших детей, побыть с ними рядом, и у вас есть с кем встретиться, когда вы уйдете туда. Это же классное утешение, мне кажется. Обнимаю вас, мои родные. Держитесь. Хорошего дня, хорошей ночи, хорошего времени суток для всех вас. Пока.